Век XX породил тоталитаризм. Сперва он пришел в брутальной, омерзительной форме — сталинизма, нацизма, фашизма, в облике лагеря, рва и газовой камеры, в грохоте маршей и хрипе репродукторов. Этот тоталитаризм не скрывал своей природы. Он убивал открыто и требовал, чтобы жертва вслух признала правоту палача. Именно откровенность в конце концов его и погубила. Зло, показавшее лицо, рано или поздно вызывает сопротивление, а память о рвах и печах превращается в прививку, передаваемую из поколения в поколение. Собственно, именно такой, классический, тоталитаризм был описан Оруэллом в 1984, а уже Хаксли в «О дивном новом мире» увидел иную перспективу этой системы, основанной на безудержном гедонизме. Но нынешний западный тоталитаризм оказывается неизмеримо коварнее описанных выше двух его форм. Новый тоталитаризм не строит лагерей и не жжет книг на площадях. У него нет вождя, партии и колючей проволоки. Нет даже собственного имени, ибо он выдает себя за саму заботу, за гуманность, за прогресс и здоровье и разительно отличается даже от гедонистического тоталитаризма Хаксли. О таком тоталитаризме задолго до того, как тот окончательно сложился, писал Станислав Лем в романе «Осмотр на месте». Его главный девиз — «безопасность», но на поверку это безопасность от смысла и от самой жизни. На планете Энция, в стране Люзания, Лем описывает этикосферу, среду, насыщенную мириадами молекулярных автоматов, шустрыми, своего рода вирусами добра, растворенными в воздухе, воде и вещах. Они физически делают зло невозможным. Замахнешься кулаком, воздух затвердеет и остановит удар. Пол под насильником станет скользким, предмет вывернется из руки. Болезнь здесь пресекается в зародыше, старение отменяется. Люзанцы почти бессмертны. Это мир, где преступления и страдания технически неосуществимы. И именно поэтому мир невыносим. Вместе с опасностью из него изъяты свобода и в конечном счете сам мыслящий индивид. Не случайно у Лема существует подполье, бегущее за пределы этикосферы, чтобы хоть на миг снова оказаться под угрозой, то есть в жизни. Диагноз поставлен с правительской точностью. Тотальная безопасность есть тотальная опека, а тотальная опека — новая, мягкая форма несвободы. Власть силы, невидимой, безличной, никому не подчиненной и не подотчетной. Настоящее эссе исходит из того, что западная цивилизация последних десятилетий движется именно к этому лемовскому пределу и движется тремя последовательными шагами, которые я предлагаю объединить понятием онто-антропо-биоцид. Убийство бытия, человека и жизни. Сперва философия отменяет бытие, онтоцид. Затем культура отменяет человека, антропоцид. Наконец, медицина и агроиндустрия отменяют живое тело, биоцид. Три удара по одной мишени, по целостному человеку, укорененному в трансцендентном. И на каждом шагу орудием служит одно и то же обещание безопасности. Антоцид — отмена трансцензуса. Всякий тоталитаризм начинается не с полиции, а с онтологии, с того, что он позволяет и запрещает мыслить о бытии. Классическая европейская культура держалась на вертикали, над плоскостью наличного, эмпирического, того, что есть, простиралось измерение должного, идеального, священного, то, что можно назвать трансцензусом, способностью выходить за пределы данного. Именно этот вертикальный зазор между сущим и должным делал возможными этику, можно судить сущее мерой блага, религию, можно устремляться к абсолюту. И само достоинство человека, он больше своих обстоятельств. Первый удар по вертикали нанесла еще философия XIX века. Ницше устами Заратустры возвещает смерть Бога и требует верности земле, отвергая всякий потусторонний мир, как клевету на жизнь. Но у Ницше отмена трансцендентного была еще трагическим усилием. На месте упраздненного неба он ставил сверхчеловека, то есть новую вертикаль, новую задачу самопревосхождения. Настоящий антоцид совершается позже,
когда исчезает не только небо, но и само стремление ввысь. Ключевую формулу дал Герберт Маркузе в «Одномерном человеке». Развитое индустриальное общество, показывает он, ликвидирует второе измерение. Измерение критики, отрицания и трансцендирования наличного. Человек, разучившийся мыслить иное, чем есть, замкнутый в универсуме дискурса, где всякая альтернатива заранее обессмыслена, становится одномерным. Он совпадает с фактическим положением дел и уже не способен его превзойти. Парадокс в том, что Маркузе описывал одномерность как болезнь позднего капитализма, а постмодерн превратил этот диагноз в программу. То, что для Маркузе было утратой, для его наследников стало освобождением. Отмена вертикали, свержение бытия как репрессивной иллюзии было объявлено делом прогресса. Так завершается антоцид, устранение самого измерения, в котором человек мог быть большим, чем набор функций. Антропоцид — отмена человека. Стоит убрать вертикаль, и человек, подвешенный к ней, теряет опору. Здесь начинается второй шаг — демонтаж уже не бытия, а самого понятия человека. Его совершил философский постмодерн и совершил с почти нескрываемым торжеством. Мишель Фуко в «Словах и вещах» объявляет человека недавним изобретением европейского знания, конфигурацией, которой не существовало до конца XVIII века и которая столь же неизбежно исчезнет, как исчезает у кромки моря лицо, начертанное на прибрежном песке. Жан-Франсуа Леотар в «Состоянии постмодерна» определяет постмодерн как недоверие к метанарративам, крушение больших рассказов, просвещение, эмансипация, поступательное развитие духа, которые прежде придавали человеческой истории смысл, направление и единство. Ролан Барт провозглашает смерть автора, устраняя фигуру субъекта-творца, а с нею — идею личного, ответственного истока смысла. В итоге субъект оказывается расщеплен, децентрирован, объявлен всего лишь эффектом языка, желания и власти. Целостного человека больше нет, есть перекресток безличных структур. Но чисто теоретического упразднения мало, нужен механизм, переводящий его в практику. Его дал тот же Маркузе в эссе «Репрессивная толерантность». Здесь совершается решающая инверсия понятий. Подлинная, освобождающая толерантность, утверждает Маркузе, требует нетерпимости. Нетерпимости к движениям справа и терпимости к движениям слева. Терпимость к неправильному объявляется пособничеством угнетению. Апология меньшинства, авангарда, аутсайдера, маргинала возводится в норму, а сам маргинал — в носителя истины. Здесь я излагаю ход мысли так, как его выстроили сами защитники этой позиции. Не терпеть всех, а активно подавлять репрессивное большинство ради освобождения угнетенных. Прямое следствие — культура отмены и политкорректность как повседневная техника, освобождающей нетерпимости. Отменяется уже не аргумент, а человек, репутация, имя, само право говорить. При этом гибнут два автономных измерения культуры. Этика подменяется процедурой осуждения. Остается не благо, к которому стремятся, а лишь запрет и вина, которыми управляют. Мораль без добра, один сплошной надзор. Эстетика подменяется идеологической проверкой. Красота, форма, канон, иерархия мастерства объявляются насилием и привилегией, подлежащими деконструкции. Когда исчезают благо и красота как самостоятельные величины, остается одна политика, то есть чистая власть. Круг замыкается, человек, уже лишенный вертикали, антоцид, лишается теперь и горизонтали культурной формы, антропоцид. На месте личности остается голое, безмолвное тело, и к нему протягивается третья рука. Биоцид, часть первая. Безопасность против пищи. Демонтаж бытия и человека логически завершается демонтажом его психики и соматики. Целостный человек, единство духа, души и тела, распадается на управляемые, взаимозаменяемые фрагменты, каждым из которых заведует своя индустрия. И первой в дело вступает индустрия пищи. Агроиндустрия наступает под тем же знаменем безопасности. И это не метафора,
а буквально девиз нового тоталитаризма – лемовская этикосфера в действии. Под предлогом защиты от бактерий, от непроверенного, от кустарного и нестандартного из рациона вытесняется именно живое, непастеризованное, ферментированное, сезонное, местное, скоро портящееся. На его место приходит продукт безопасный, стерильный, стандартизированный, обогащенный синтетическими добавками и бесконечно хранящийся, но лишенный нутриентной целостности. Безопасность от патогена оборачивается безопасностью от питательности. Речь идет об ультраобработанных продуктах, категории, выделенной классификацией новобразильского эпидемиолога Карлоса Монтейру. Масштаб их вреда установлен уже не единичными работами, а сводным зонтичным обзором эпидемиологических метаанализов, опубликованным в BMJ в 2024 году, М. Лейн и соавторы, около 10 миллионов участников. Обзор связывает высокое потребление ультраобработанной пищи с 32 неблагоприятными исходами для здоровья, среди которых рост общей смертности примерно на 21%, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%, риска диабета второго типа на 12%, тревожных и общих психических расстройств на 48-53%, депрессии на 22%. Иными словами, безопасная еда систематически подтачивает и тело, и психику, ровно те две инстанции, целостность которых уже была отменена философски. Итог виден в макростатистике здоровья. По данным Евростат, при рождении житель Евросоюза может рассчитывать в среднем лишь на 63,1 года здоровой жизни, при общей ожидаемой продолжительности жизни около 81 года. Почти 2 десятилетия отведено существованию в болезни и ограничениях. Плато здоровья замерло на отметке 63 года. Цивилизация научилась мастерски продлевать умирание, но разучилась поддерживать здоровье. Это и есть первый, еще мягкий биоцид, медленное отравление под вывеской заботы о безопасности потребителя. Биоцид, часть 2, доказательная медицина и демонтаж тела. Когда безопасная пища сделала свое дело, и человек заболел, в игру вступает второй, куда более агрессивный агент – медицина. И вступает она, приняв заранее ту антологию распада, которую подготовили предыдущие шаги. Человек для нее уже не целостный субъект, а комбинаторика генов и биохимических реакций. Показательна формула Ричарда Докинза из эгоистичного гена. Организм всего лишь машина для выживания, неуклюжий временный носитель, сконструированный генами ради их собственной репликации. Если это так, то лечить следует не человека, а параметр, уровень, маркер, показатель. Личность выпадает из поля зрения как ненаучная химера. Отсюда и внутренняя двусмысленность доказательной медицины – evidence-based medicine. Как методологический инструмент она на первый взгляд безупречна, так как спасла миллионы жизней. Но спасла ли? Речь не только о том, к примеру, что использование антибиотиков привело к появлению резистентных к ним микроорганизмов, но и о появлении целого класса болезней, порожденных именно доказательной медициной – ятрогенных патологий. Доказательная медицина, возведенная в тоталитарный принцип, вытесняет и клинициста с его целостным суждением, и самого пациента как личность. Лечится усредненная статистическая абстракция. Протокол оказывается важнее конкретного больного, а тело превращается в набор контролируемых цифр. И тогда обнаруживается поразительное. Аппарат, созданный устранять симптом болезни, начинает устранять и сам организм, носитель симптома. Здесь важно подчеркнуть, речь не об ошибках и халатности, а о правильном приеме правильно назначенных лекарств. Классический метаанализ Лазару, Померанца и Кори установил, что серьезные побочные реакции возникают у 6,7% госпитализированных, а смертельные – у 0,32%. В пересчете это около 106 тысяч смертей в год в больницах США. Данные 1994 года.
что делает корректно назначенную фармакотерапию одной из ведущих причин смерти в стране. Барбара Старфилд в программной статье «Действительно ли здравоохранение США лучшее в мире?» сводит ятрогенные потери воедино, около 225 тысяч смертей в год, из них 106 тысяч, побочные эффекты лекарств, 80 тысяч, внутрибольничные инфекции, 20 тысяч, прочие больничные ошибки, 12 тысяч, ненужные операции, 7 тысяч, ошибки при назначении препаратов. В сумме это третья причина смерти после болезней сердца и рака. 1,5 десятилетия спустя Макари и Дэниел вновь подтверждают: медицинская ошибка – третья ведущая причина смерти в США, свыше 250 тысяч случаев в год. Наконец, даже Всемирная организация здравоохранения, запуская в 2017 году инициативу «Медикаменты без вреда», признает небезопасные лекарственные практики ведущей причиной вреда и предотвратимого ущерба. В системах здравоохранения мира с ежегодными издержками порядка 42 миллиардов долларов. Так замыкается логика биоцида. Медицина, начавшая с устранения симптома, кончает устранением того, у кого этот симптом возник. Организм, разъятый на показатели, лечит по частям, и он гибнет как целое. Это не злой умысел заговорщиков, а системное свойство самой заботы, доведенной до предела, где забота становится неотличима от уничтожения. Это в точности лемовские шустры. Они спасают от каждой отдельной опасности и упраздняют жизнь как таковую, ибо жить значит быть подверженным риску, а быть абсолютно защищенным значит уже не жить. Онтоантропобиоцид как единая логика. 3 удара – онтоцид, антропоцид, биоцид. Не разрозненные явления, а одна операция, проведенная на 3 уровнях одного и того же существа. Сначала снимается вертикаль, нет трансцензуса, нет и меры человеческого, нет измерения, в котором человек мог бы быть больше факта. Затем снимается форма. Нет субъекта, автора, канона, иерархии. Нет и культурной оболочки личности. Наконец, снимается субстрат, нет целостного тела. Есть комбинаторика генов и биохимия, управляемая протоколом. И на каждом этапе орудие одно и то же — безопасность. От опасных идей — цензура и отмена. От опасной пищи — стерилизация и ультраобработка. От опасной болезни — агрессивная фармакология и хирургия. И всякий раз ценой безопасности оказывается именно то, что она обещала уберечь — мысль, питание, жизнь. В этом и состоит природа нового тоталитаризма, тем более совершенного, что он не нуждается в терроре. Старый тоталитаризм убивал тело, но, вопреки собственной воле, оставлял свободным дух мучеников и тем плодил сопротивление. Новый убивает изнутри и потому не встречает мучеников. Он не запрещает мыслить, он делает мысль ненужной. Не морит голодом, перекармливает пустым. Не казнит, лечит. У него нет врага, ибо он есть сама забота. Нет границы, ибо он есть сам горизонт возможного. Против газовой камеры можно восстать, назвав ее злом. Против заботливой этикосферы восстать почти невозможно. Ведь всякий протест выглядит как отказ от собственного блага, как безрассудство, как болезнь, подлежащая исправлению. И все же именно Лем оставляет надежду в фигуре подпольщика, бегущего за край этикосферы, того, кто предпочитает риск смысла безопасности бессмыслицы. Сопротивление онтоантропобиоциду начинается не с политики и не с лозунгов, а с восстановления вертикали, с возвращения себе права на трансцензус, на целостность, на самобытие. Человек начинается там, где кончается гарантированная безопасность, там, где он снова смертен, свободен и потому по-настоящему жив. Отказаться от этого права ради обещанной безопасности значит согласиться на самый тихий и самый полный из всех тоталитаризмов. Тот, в котором уже некому будет заметить, что он наступил. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях.
И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.